Всем привет! Сегодня будем делать электрическую муфельную печь. А то получается, станок для обработки есть, а заготовок, которые нужно обрабатывать, нет. Например, когда я делал корпус для своего самодельного электродвигателя, мне пришлось покупать метровую трубу, хотя мне нужно было 10 сантиметров. Оставшиеся 90 сантиметров наверняка пролежат несколько лет где-то в уголке, а мне еще нужно несколько деталей сделать. К тому же, например, в автомобиле вы вряд ли найдете цельнофрезерованные детали. Как правило, детали литые, а обработаны только в нужных местах. Также можно снимать напряжение со сварных конструкций. Например, когда я делал четвертую ось, то не лишним было бы ее подержать несколько часов при высокой температуре. Еще можно производить закалку и отпуск стали. В общем, применений масса. В принципе, ничего сложного в устройстве муфельной печи нет, но хочется немного поэкспериментировать. Не настолько, чтобы испортить материал и переделывать, а так, чтобы и печка работала, и попробовать что-то новое. Именно поэтому печь экспериментальная. Вообще, за словом экспериментальная можно всегда скрыть какие-то недочеты в конструкции. Это же просто эксперимент. По сути, муфельная печь — это ящик с нагревательным элементом внутри. Ничего сложного. Но все-таки хочу остановиться на трех основных вещах, которые напрямую влияют на добротность печи. Первое – это теплопотери через корпус. Чем их меньше, тем больше мощности будет идти в дело – нагревать или плавить. Печь при той же мощности нагревателя будет нагреваться быстрее и до большей температуры. Второе – это масса элементов конструкции, которые нагреваются. Так называемая внутренняя футировка. В идеале нагревать нужно только тигель и содержимое тигля, но такое практически невозможно. Например, удельная теплоемкость кирпича 880 джоуль на килограмм Кельвин. Чтобы нагреть 1 грамм кирпича с 0 до 1000 градусов нагревателем мощностью 880 Вт нужна 1 секунда. Вроде бы немного, а если килограмм, уже 1000 секунд. 16 минут 40 секунд. И все это время идут потери через стенки. Поэтому материал внутренней футировки должен быть максимально легким. Третье – это мощность нагревателя. Чем больше мощность нагревателя, тем быстрее нагреется и расплавится то, что нужно, и меньше тепла уйдет на улицу через стенки. Но есть ограничения по теплопередаче и материалам нагревателя. При высоких температурах тепло передается в основном излучением. Чем больше разница температуры между нагревателем и нагреваемым предметом, тем больше тепла отводится от нагревателя. Например, если мы плавим алюминий и температура спирали у нас 1000 градусов, а алюминий плавится при 660, то разница получается 340 градусов. И подать на спираль можно много мощности. Если плавим бронзу при 950 градусах, зависит от марки, то разница получается всего в 50 градусов. Если подавать на ту же спираль много мощности, то тепло не будет успевать уходить из спирали, и она начнет сама нагреваться и может расплавиться. Также еще есть зависимость от конструкции нагревателя. Нагреватель типа Тена в электроплитке будет хуже, чем открытая спираль, навитая на трубку. Спираль, в которой витки находятся близко друг к другу, будет хуже, чем прямой кусок провода. Для самодельных муфельных печей основные сплавы для нагревателя – это фихраль и нихром. Нихром – это сплав никеля с хромом, фихраль – сплав железа с хромом и алюминием. Единственное преимущество нихрома – это больший ресурс, но вряд ли у меня печка будет работать целыми днями. Максимальная рабочая температура нихрома 1200 градусов. Стоит он намного дороже. Оно и понятно, по составу нихром сильно напоминает жаропрочные сплавы типа инканель, из которого лопатки турбин делают. Фихраль в основном дешевое железо. Максимальная рабочая температура для фихраля 1350 градусов. Прикупил я себе 2 кг фихралевой проволоки диаметром 2 мм. Сначала нужно познакомиться с материалом. Гнется он как стальная проволока, пружинит. Если нужно согнуть на 90 градусов, то гнуть нужно больше. Она потом немного вернется назад. Если согнуть, потом разогнуть и опять согнуть, то проволока трескается. Много раз ее не погнешь. После первого нагрева она вообще должна почти сразу ломаться. Сделал тестовый образец. Пробую нагреть сварочным инвентором. Но срабатывает защита. Сопротивление слишком маленькое. Приходится через сварку электродом греть. Видно, что при нагреве проволока провисает и касается дерева.
Посмотрим, что будет в вертикальном положении. Как-то быстро проволока нагрелась и расплавилась, и теперь она стала хрупкой. Согнул новый элемент, он длиннее и здесь больше изгибов. Вверху он опирается на огнеупорный мат из керамического волокна. Если светит белым, значит там больше 1000 градусов. Видно, что конструкция не разваливается, то есть какая-то механическая прочность у проволоки остается. Расплавить такую завитушку уже не получается. Сопротивление у нее больше и ток через нее протекает меньше. Сверху для интереса кусочек медного провода, вдруг расплавится. В этот раз ток меньше, чтобы сразу не расплавилось. Не хватило, нужно добавить ток. Самое интересное, что согнулась и расплавилась не там, где касалась мата, хотя там температура по идее выше, а расплавилась та часть, которая была в воздухе. Из этих опытов можно сделать два вывода – плохой и хороший. Плохой – проволоку гнуть будет очень неудобно и нагревательный элемент получится совсем некрасивый. Хороший – такая конструкция сохраняет целостность и не разваливается вплоть до температуры плавления проволоки, а это 1450 градусов. С огнеупорным матом тоже все нормально. Теперь можно приступать. Сварил из арматуры 8 мм каркасы. Соединил пластинами, сделал дверцу. Это обычная плотная базальтовая вата для фасада. Именно поэтому у меня верх скругленный. Получается самонесущая конструкция типа арки. В самой вате есть небольшое количество связующего, и когда оно выгорит, механические свойства ваты немного ухудшатся, но так конструкция не развалится. Кстати, этот лист уже был потрепанный, новый можно вставить без задиров. Толщина ваты 10 см. Хороший легкий утеплитель. Максимальную рабочую температуру для базальтовой ваты указывают 1000 градусов. Температура плавления именно такого камня, как базальт, 1100-1250 градусов. Все держится за счет плотной посадки. Но это второй слой теплоизоляции. Основной удар на себя примет керамический мат. Его толщина 13 мм, и после него температура будет уже поменьше. Материал мне очень понравился, он не сыпется и довольно прочный. Если его специально не драть, то с ним ничего не случится. И он никогда не треснет. Просто заправил его как рубашку в штаны. Физических нагрузок на него не будет. Внутренний размер 30 на 30 на 30 сантиметров. С дверкой все то же самое. За счет упругости мата закрывается плотно, без щелей. Корпус и зацинковки на заклепке. Ручку можно рассмотреть отдельно. Сделано за 5 минут из арматуры и гайки, но с соблюдением принципов. Разрезы заставляют тепло идти по зигзагу и образуют своеобразный радиатор. Прием с гайкой я иногда применяю, если нужен шарнир с небольшим углом поворота. Тогда продольное перемещение гайки небольшое. Правая часть своим весом давит вниз, так что самопроизвольно дверца не откроется. Хотя это больше баловство. Здесь можно было любую ручку поставить, она бы не грелась. А вот спираль — это головная боль. Здесь 15 метров проволоки, на концах проволока скручена в 4 провода, чтобы не грелась. Я даже начал думать, что ничего не получится и придется делать обычные спирали на трубке. Проволоки еще 25 метров есть.
но где-то подогнул, где-то вставил скобу из той же проволоки и худо-бедно свою идею об открытой спирали с большими расстояниями между витками реализовал. Не забываем, что это экспериментальная печь. Запускать буду через регулятор на 10 кВт. Даже если поделить мощность на 2, как нужно в китайских приборах, остается 5 кВт. Это максимальная мощность для моей спирали. Потихоньку включил. В местах, где провода касаются друг друга, видно сразу. Видно, что верхняя часть пока греется больше. Хотя еще от освещения зависит. Верхняя часть находится в тени и видно ее свечение. А нижнюю освещает солнечный свет. Но это с открытой дверцей. С закрытой все более-менее равномерно. Выключил печь, подождал, пока она остынет, и положил в нее кусок арматуры. Это прошло меньше 4 минут. Кстати, к вопросу о том, как передается тепло. Хотя арматура лежала на полу и была далеко от нагревателя, судя по ее свечению, нагрелась до 700 градусов. Но на глаз определять температуру такое себе занятие, главное, что все работает и можно собирать блок управления. Регулятор мощности вы уже видели, в принципе можно и без него. Это самый доступный китайский регулятор REX с выходом для твердотельного реле. Хотя написано от 0 до 400, работает он сразу от 0 до 1370 градусов. У меня полная версия, есть версии, где сзади меньше разъемов. Здесь есть контакты тревоги. Если, например, вышло из строя реле и нагрев продолжился дальше, или термопара отключилась, то срабатывает реле и замыкаются контакты тревоги. Твердотельное реле на 80 ампер. Как и все китайское, взял с большим запасом. Разница в цене небольшая, а греться должно меньше. Радиатор к реле. Эту плату я достал из ненужной зарядки. Делает 5 вольт из 220. Пищалка. Издает мерзкий писк. Работает от 5 вольт. Самовольно выпрыгивает из рук. Термопара типа К на 1300 градусов. Длина 200 мм. На конце спай двух толстых проводов. Предварительно все собрал, чтобы показать, как работает. Термопара та, которая была в комплекте, на 800 градусов. Красные цифры это реальные показания на термопаре. Зеленые цифры это то, что мы задаем. Сейчас там 100 градусов, поэтому реле уже включилось. На нем красный светодиод засветился. И на самом регуляторе слева зеленым светится индикатор. Дело в том, что этот регулятор в зависимости от скорости нагрева заранее начинает отключать реле, чтобы плавно подойти к нужной температуре. Я потом покажу уже на собранной печке. Здесь главное, что при превышении температуры на 30 градусов срабатывает сигнализация. Громкость я убавил, а так пищит громко и противно. Когда перепад меньше 30 градусов, отключается. Коробку сделал из остатков оцинковки, термопару пришлось укоротить. Просто нужно снять лишние керамические элементы и отрезать лишний провод. Установил специально не сверху. Сверху хочу прикрутить ручку для переноски. Навскидку вес печки килограмм 15, можно одной рукой переносить. Блок управления поначалу без верхней крышки. Нужно контролировать температуру на радиаторах. Потом закреплю его на печку слева на небольших кронштейнах. Для начала задал 800 градусов. Когда ручка регулятора мощности в крайнем положении, питание на спираль вообще не подается. Только когда крутнуть ее градусов на 30, начинает тихонько гудеть, как трансформатор или провода зимой. Выставил на неполную мощность, процентов 70. Термопара толстая стоит и поэтому реагирует с запаздыванием. Поэтому через минуту после включения показала всего 150 градусов.
Еще через минуту было 430 градусов. За 3 минуты после включения было уже 640 градусов. И еще через 20 секунд, когда печь нагрелась до 700 градусов, регулятор начал включать и выключать нагрев. И растянул нагрев от 700 до 800 градусов на 4 минуты. Причем чем ближе к 800 градусам, тем на большее время отключался нагрев. В принципе, это правильно, особенно если нагрев идет до максимальной температуры, чтобы температура спирали не была намного больше, чем температура термопары, и ничего не расплавилось. Греть пустую печку неинтересно, нужно что-нибудь расплавить и получить цифры по скорости нагрева для превью. Немного алюминия в тигле из карбида кремния. Температуру выставил 1100 градусов, чтобы регулятор не начал отключать нагрев. Само собой, скорость нагрева это больше для красивого названия, а так сочетание базальтовой ваты и огнеупорного мата вполне удачное. При 1000 градусов внутри, снаружи печь просто теплая. Первый раз подымила немного, а потом нормально. Спираль, конечно, некрасивая, хотя работает. Нужно какое-то приспособление, чтобы проволоку ровно гнуть. Можно сказать, что материал я не испортил, печь хоть и экспериментальная, но будет у меня еще долго работать. Для печей с нагревателем из фихрали максимальная рабочая температура обычно 1250 градусов. В принципе, у меня так тоже должно быть, но в холостую ее греть неохота, когда понадобится попробую. В этот раз мощности я добавил, поэтому 500 градусов было через 2 минуты 10 секунд. 700 градусов было еще через минуту, а до 1000 градусов печь с тиглем нагрелась за 7 минут. Так как алюминий я не трогал, расплавился он интересно. Просто стек вниз в своих мешочках из оксида алюминия. На этом у меня сегодня все. Кому понравилось, ставим лайк, пишем длиннющие комментарии, подписываемся на канал. Всем пока.